Уважаемые зрители, добрый день. Сегодня 30 июля 2022 года, суббота. В эфире ежедневные новостные сводки с экономических фронтов. Вместе с нами Владимир Николаевич Баглаев, экономист-практик, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода. Владимир Николаевич, рады видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые наши зрители, слушатели. Хорошего всем настроения, позитивного, я надеюсь, особенно сегодня настроения. Как я вчера обещал, приступаем к тому, что удалось все-таки проработать мне за эти дни. Я напомню, по-прежнему сейчас работаю в Республике Беларусь. График плотный, но еще раз, как вчера и обещал, сегодня будет разговор не тактический, а глобальный. И придется немного нам с вами оторваться от нашей грешной земли, но, наверное, того стоит. Хотя, если так уж из мелких нюансов говорить, никак не могу привыкнуть, что в Беларуси молоко даже в холодильнике хранится 2, максимум, если повезет, 3 дня. А вот если подзабыл и там на полдня бутылку оставил на столе, то часа через 3 только уже на ладе это молоко годится. Прокисает белорусское молоко очень быстро, как в то время, когда я еще под стол пешком ходил. В России я уже отвык, что молоко может прокисать. Но сегодня разговор будет не об этом. Сегодня мы с вами поговорим о вариантах. Я уже говорил, что считаю себя по-своему счастливым человеком на том простом основании, что мне везет встречать на своем пути очень интересных, неординарных людей, которые по тем или иным причинам делятся со мной информацией, которая, так скажем, в открытом доступе бывает редко. Хотя бы потому, что от этой информации, обычный человек может просто испытать шок. Или, наоборот, предположить, что его собеседник просто сумасшедший. Хотя регалии людей, которые со мной общались, или, наоборот, отсутствие этих регалий, но степень, так скажем, посвящения в ту или иную тему, надеяться на последнее не позволяет. Это были разные люди на моем пути, разных верований, разных направлений мыслей. И те, кто говорил о будущем в том виде, в котором я готов был принять это будущее и согласиться, и те, кто видел сценарий этого будущего, которое мой мозг, допустим, совсем был не готов и противился воспринимать их идеи, и тем более средства достижения этих идей, даже не то, что они как необходимые, а даже как возможные, мной могли не восприниматься. Но тем не менее, логика рассуждений в той или иной, скажем так, группе товарищей или не всегда товарищей мне позволяла значительно менять свое представление о том, в каком мире я живу и куда мы вообще можем с вами прийти, куда идет мир, цивилизация, человечество. Так вот, я так скажу, что сейчас состоялась у меня еще одна такая встреча, судя по всему, и знакомство с человеком еще одной новой идеи. И, как и все подобного рода люди, эти люди, так скажем, они вызывают неоднозначную, так скажем, реакцию. А их дело, цель и путь, как правило, сопровождаются это неприятием, а иногда даже открытой злобой. Сегодня я не хочу и не буду разбираться в особенностях построения его бизнеса, его маркетинговых решений. За пару дней это нереально. Можно ошибиться, так скажем, подвести или его, или людей. Поэтому не хочу никого вводить в заблуждение и никого не призываю верить в этот проект, в его проект и в его бизнес. Не призываю. Тем более, что этот проект не про деньги. Это проект мировоззрения. Или точнее будет сказать, один из вариантов видения нашего возможного будущего. Итак, я говорю сегодня о своем знакомстве с Юницким Анатолием Эдуардовичем. Это, так скажем, очень своеобразный инженер-изобретатель, предприниматель, ученый и бизнесмен. И заодно председатель совета директоров и генеральный конструктор закрытого акционерного общества «Струнные технологии», город Минск, Республика Беларусь. Гражданин союзного государства.
Он же автор концепции неракетной транспортной системы для освоения околоземного космического пространства и общепланетарного транспортного средства. А в более земном представлении, в близком во времени, есть еще одна идея, возможно, кто-то про нее слышал, это реализация технологии струнного транспорта. Эта технология позиционируется как один из вариантов нового типа наземного легкорельсового транспортного перемещения. Ну, как вы уже даже по названиям этих идей представляете, эти названия идеи сразу настраивают на желание вызвать врача и самому не сильно спорить с носителем этой идеи. Но, ну вот, местечко под Минском. Называется оно Марьина Горка. И вот прототип этой самой системы. Сама система, да, вот я в этой невозможной системе еду в этом невозможном вагоне, которого быть не должно. Потому что так сказали ученые и финансовые специалисты, и контролеры. Сказали, что этого быть не может. Но я еду в этом вагоне. В общем, давайте предположим, тем не менее, что ничего этого на самом деле еще нет. И нет уже действующих линий данной технологии, которую запустил этот гражданин, так скажем, союзного государства в Объединенных Арабских Эмиратах. Кстати, куда он и вылетел сразу после общения со мной. Прямо в свою фантастическую 6-ю палату. А мне уже и не надо. Я в эту палату заглянул, которая на самом деле не лучше и не хуже других палат на этом этаже, где я лежу. В общем, тем не менее, тут есть одна идея, которую я сегодня вам расскажу, и мы его с вами, возможно, обсудим. Ну, учитывая, я, наверное, тут немножко подкашу под 9-го, который сразу говорит, воспринимайте меня как сумасшедшего и сделайте на это дело скидку. Прошу о скидке, потому что сегодня будет немножко из этой серии. Поэтому в любом случае, пускай зритель отнесется к этому критически и со здоровым чувством недоверия. Просто как одному из вариантов нашего планетарного будущего. Да, мы ведем с вами наши сводки с небольшого участка тылового фронта, совсем небольшого. И поэтому мы, возможно, не всегда можем поднять голову и понять, а что же вообще по-настоящему серьезно происходит в мире. Но ведь если так чуть-чуть задуматься, все же, вот наши зрители, это точно 100%, я уверен, по комментариям, все чувствуют, что на самом деле масштабы войны и глобальных измерений значительно превышают самые смелые конспирологические версии, которые мы сейчас обсуждаем. И для этого у нас есть все основания подозревать именно это. Давайте честно, хоть YouTube и не позволяет об этом говорить, и мы не будем об этом говорить, но события последних лет, которые так условно повторяют имена всадников апокалипсиса, не позволяют нам расценивать происходящее последние годы как цепь случайных событий. Скорее наоборот. Скорее наоборот. Это очень похоже на хорошо продуманный сценарий и дорожку, с которой не очень-то понятно, как свернуть. Флажки уже расставлены, а сзади нас гонят прямо на стрелков. Но какие бы ни были флажки расставлены, как бы нас остановили на стрелков, которые ждут нас, чтобы принять, так сказать, как трофей, профессиональные охотники давно доказали. Единожды ушедший с оклада волк раз и навсегда перестает бояться флажков. Более того, он не только сам перестает бояться флажков и уходит теперь с окладов, которые ему выставляют флажками, он активно применяет полученные новые знания и обучает своих сородичей. Итак, проверим, что за флажки нам растянули охотники, и не тот ли это волк, который первый перепрыгнет за эти флажки. Ну, а пока нас, судя по всему, по-прежнему гонят на стрелка. Итак, пройдемся по тому, что я вижу и знаю из общения, так скажем, с носителями идей, которые или по которым нас на этих стрелков и гонят. Итак, логика примерно у них такая.
Мы развиваемся как технократическая цивилизация и, значит, постоянно увеличивая потребление и, как следствие, производство. Как бы мы ни стремились, рано или поздно, но отходами от производства и отходами, собственно говоря, от жизнедеятельности самих себя, то есть от человека, цивилизация сделает планету непригодной для нормальной жизни. Это по одной версии, или по другой версии, если допустить наличие высшего сознания у нашей Земли, планеты, то она сама запустит сценарий заката нынешней цивилизации. Ну и далее начинаются различного рода работы Римского клуба и других идеологов закрытых организаций, которые мало-помалу должны приучить людей к мысли, что люди должны понять ситуацию, о том, что их слишком много, и это плохо, и будет очень хорошо, если людей на Земле будет не более чем 500 миллионов человек. О чем они нам и не стесняются говорить, и ласково нам, глядя в глаза, говорят: лучше сами выберите комфортный путь, как вы сдохнете, а то мы можем вам не оставить выбора. И сами будем выбирать, что с вами делать. И ведь действительно, ну давайте честно, оглянитесь немножко назад. Выбора с каждым днем у нас все меньше и меньше. Мы реально бежим по расставленным нам кем-то флажкам. Так вот, если коротко, то идея Юницкого состоит в том, что он, соглашаясь с тем, что цивилизация наша технократична, видит другой путь решения этой задачи. Задачи снижения антропогенного воздействия человека на планету и, как следствие, другого будущего для человечества, ну, как минимум по численности. Тем более, те, кто из вас помнит 3 закона диалектики развития, так вот, рост численности населения на самом деле может оказаться неплох, а наоборот хорош, потому что рост позволит отработать по полной программе закон перехода количества в качество. И если обратиться к теории Вернадского, хотя ее можно повернуть как в одну сторону, так и в другую, но говоря о ноосфере Вернадского, как высшей стадии эволюции биосферы, становление которое связано с развитием общества, то добиться спасения планеты можно не путем перезапуска цивилизации, сначала полностью ее уничтожив и снова запустив повторение развития новой технологической цивилизации, а перейти на более высокую эволюционную стадию за счет перехода количества в качество. Ну, многое из того, что было между нами в общении, выходит за пределы популярного разговора, так скажем, но то, как может выглядеть планета, на которой будет проживать не 7, не 8, не 10 миллиардов и не 500 миллионов, а 50 или даже 70 миллиардов человек, я посмотрел под Минском, в Белой Руси. И даже пожил в этом месте. И любой гражданин Беларуси или России, так, скажем так, союзного государства, при желании может приехать туда и тоже пожить в том, чего не может быть. В общем, интересная идея. Можно по-разному к ней относиться, но я скажу честно. Мне она более симпатична, чем версия, которая прописана для нас с вами на взорванных скрижалях в Джорджии. Ну, а насколько она фантастична, реалистична, я скажу так. Это версия. И версия, на мой взгляд, не самая плохая. Ну вот, дом. Дом, который после себя не оставляет никаких воздействий на природу, сколько бы в этом доме ни жило человек. И чем больше человек там живет, тем теплее, светлее и сытнее в этом доме. Рядом можно срывать фрукты без ГМО, ловить рыбу, готовить ее. Все натуральное, без воздействия на природу. Отходы только органические. Ну, есть моменты, которые в идеологии Юницкого, безусловно, необходимо воспринимать как определенного рода проблемы, которые, опять-таки, если мы говорим о том, что так или иначе развитие человечества связано с космосом, то и по этому поводу Юницкий предлагает
рассматривать варианты о том, что определенные неприятные для человека вещи надо выносить за пределы планеты. Не человеку уходить за пределы планеты, а то, что мешает природе и человеку, выносить за пределы планеты. Это идея, и с ней есть смысл работать. Ну что, сейчас, когда у нас в России, да и в Беларуси есть проблемы с тем, чтобы выехать в привычные места отдыха, места в Сочи стоят очень дорого, и могут себе позволить только самые-самые богатые олигархи отдохнуть в горах или морях Сочи, да и не очень там хорошо с ливнями. Мы с вами находимся в уголочке, прямо под Минском, это Марьина Горка называется местечко, где построена и живет своей жизнью экологическая деревня. Это для отдыхающих, это вот за моей спиной вы видите небольшой пруд, озеро, в котором водится рыба, которую можно ловить рыбу, и эта рыба будет приготовлена уже, хотите сами ее вечером приготовите, хотите сделает вам повар. Кстати, подвесная дорога, по которой ездит этот транспорт будущего, тоже хорошо виден за этим прудом. Ну, а здесь, за моей спиной, вот здесь вы видите тот самый дом, в котором, в том числе, я сейчас живу, и любой желающий гражданин России или Беларуси может также приехать и пожить в этом доме. Этот дом, кроме того, что он очень комфортен, интересен тем, что в этом доме нет канализации. В этом доме вообще нет канализации. И при этом, в отличие от нынешней Германии, в этом доме есть стандартные номера, где есть санузел, душ, кабинка, в котором вы можете, в отличие от Германии, мыть не только 4 места, а все места, которые только вам хотелось бы сделать чистыми. Причем, чем больше вы будете мыться, тем лучше для этого дома, для экологии этого дома, для экологии этой деревни. А почему так? И почему этот дом расцветает? Чем больше вы ходите в санузел этого дома и моетесь в санузле этого дома, мы сейчас покажем. И увидите, почему этот дом может прокормить один. Дом может прокормить несколько семей совершенно спокойно, причем не какой-то ГМО пищей, а самое, что не есть, стандартной натуральной едой. Итак, заходим в дом, в котором мы видим, почему на самом деле расцветает тропический сад внутри этого помещения, и чем больше в этом доме проживает людей, тем более пышно цветет этот тропический сад. Во все сезоны, каждый месяц. Здесь можно в том числе срывать готовые уже созревшие фрукты с ветвей этого тропического сада. И, кстати, вот сейчас есть уже поспевшие инжирчики, которые тоже можно уже употреблять в пищу. Ну, все желающие могут сами приехать, посмотреть, попробовать. Вот еще есть даже более вкусненький экземпляр. Ну что? Да, зрелый. А это тот самый санитарный узел, в который мы зайдем и покажем, как он выглядит. Санитарный узел, в котором нет канализации. Вот нет канализации. Есть душевая кабинка, есть умывальник, есть унитаз, а канализации нет. И чем больше проживает в этом доме, так скажем, жильцов, тем гуще и краше тропический сад в холле нашего дома. Вот такие дома, но это на самом деле далеко не все. Можно подняться наверх и узнать, как выглядит крыша в этом эко-доме, в котором можно мыть все части, и при этом и природа, и компания, которая занимается экономией электроэнергии, скажут вам спасибо.
Итак, мы с вами на крыше этого экологически чистого дома. Такие же дома стоят рядом, там точно такой же дом, вот так выглядит крыша того дома. Если вы не любите инжир, то никто вам не мешает спокойно побаловать себя другими ягодами. Скажем, есть земляника, есть смородина, есть крыжовник. Все растет, опять-таки, благодаря тому, что здесь проживаете вы. Не вопреки вам, а благодаря вам все это здесь зеленеет. То есть можно отдыхать прямо здесь. Опять-таки яблоки или, скажем, виноград по-белорусски. Правда, он пока еще зеленый, но в августе можно будет уже давить вино. Тоже благодаря тому, что здесь проживают люди. Ну и шмели – это единственное, что может вас немножко помешать, напугать, в том плане, что если вы хотите, любите пить чай с теми или иными травами, то траву здесь можно сорвать и вечерком, или даже днем спокойно заварить, отогнав какого-нибудь наглого шмеля, вот может быть этого, или может быть того. Ну, понимаем, что есть лозунги зарубежные о том, что нужна зеленая энергетика и снижать численность населения и потребления. А есть другие варианты, как сделать так, чтобы население не надо было ликвидировать, не надо было снижать. А нагрузку на природу можно обеспечивать снижение совсем другими вариантами, которые разработали здесь, в нашей союзной Белоруссии, под Минском. И если кто-то почему-либо сомневается, здесь может сюда приехать, пожить день, два, неделю, один с семьей и убедиться в том, что по большому счету для того, чтобы планета зеленела, чтобы все было хорошо, не обязательно оставлять на планете всего 500 миллионов человек. По расчетам организаторов вот этого вот экологического чуда в Белоруссии, такого рода технологии позволяют качественно жить на планете не менее 70 миллиардам человек. Вот это, так сказать, наш ответ глобальному Чемберлену. И всегда, конечно, лучше увидеть своими глазами, поэтому я решил, что сегодняшнюю сводку, раз мы полевые сводки показываем с экономических фронтов, ну, наверное, есть смысл выйти из кабинета было и спокойно, так скажем, показать, а как же на самом деле на наших фронтах, в тыловых фронтах обстоит дела с замещением не только технологий, но и глобальных идей в нашем союзном государстве.